Весной 2014 года, 22 апреля, пользователь Moket выложил на YouTube трейлер некой игры под названием Амори, сюрреалистического психологического хоррора, созданного в RPG Maker. Как заявляет автор, игрок должен путешествовать между двумя мирами, оба гостеприимны и оба таят одни и те же секреты. Мы встретим новых людей, сразимся с новыми врагами, исследуем свои собственные воспоминания и раскроем некоторые скрытые истины по пути. Хотя, как автор указывает, мы бы сами хотели, чтобы этого не было. И когда придет время, мы сможем выбрать только один путь. Кто бы мог подумать, что спустя 7 лет эта игра станет чем-то настолько важным и значимым для игровой индустрии жанра психологический хоррор и соберет большую фан-базу по всему миру. Attention! В этом видео присутствуют спойлеры, разные предупреждения по типу бед с башкой, суисайда, дединсайда, кровяки, голенов, арахнофобии, ботофобии и прочей разной чепухи, но, составляя сценарий к этому видео, я рассчитывала на аудиторию, которая уже поиграла в Амори или хотя бы посмотрела прохождение у кого-то на ютубе, поэтому, если вы еще не знакомы с этой игрой, но не боитесь спойлеров и всяких вышеперечисленных страшилок, то welcome to the club, то есть White Space. Изначально Амори начинался как очень личный проект. Он был персонажем, которого создала Moket, чтобы помочь себе справиться со своими проблемами во время запутанного и сложного периода в жизни. Она разместила своего персонажа в блоге с белым фоном, который в итоге стал тем, что в игре называется белым пространством, или же White Space. Как рассказала Moket, рисование Амори действительно помогло ей, но чем больше она рисовала его, тем больше чувствовала, что ему нужно покинуть это белое пространство, в котором он был заключен. Так что, как бы иронично это ни было, она создала для него историю, которую он мог исследовать и стать ее частью. Изначально Moket пыталась нарисовать графический роман, но пока она рисовала главу своего комикса, путь истории Амори оказался слишком линейным. Она хотела, чтобы зрители могли исследовать вселенную за пределами страниц, и чем больше она рисовала, тем больше чувствовала, что графический роман не лучший способ рассказать эту историю. Она хотела, чтобы история была полностью интерактивной, чтобы зрители могли делать выбор. Все идеи приходили в голову в виде геймплея, и Moket поняла, нужно сделать Амори видеоигрой. Все началось с покупки RPG Maker VX Ace, а Moket со своими друзьями начали работу над проектом. Они были очень взволнованы, потому что считали невозможным то, что сейчас стало реальным. В начале разработки мне пришла в голову идея создать Jukebox Quest, и я начала искать музыкантов, которых можно было бы включить в саундтрек. Во время поиска я услышала My Time Буэна и сразу почувствовала связь с игрой, которую пыталась сделать. Я связалась с ним по этому поводу, и в итоге песня My Time стала основной музыкой к трейлеру Амори. Трейлер Амори сам по себе был сумасшедшим подвигом. Я спланировала весь трейлер, нарисовала всю анимацию вручную, сделала все фотографии, отредактировала все видео, кадр за кадром в виде гигантской гифки в фотошопе. Помимо планирования, я закончила трейлер в течение месяца. Это и радовало, и напрягало. Я поняла, что нагрузка от Амори будет слишком большой для моего тела и разума, учитывая мои другие проекты, которые я планировала реализовать. Как раз во время этого я познакомилась с замечательным и опытным программистом и специалистом RPG Maker Архея, которая сейчас является главным программистом и разработчиком игры. Благодаря ей я познакомилась со многими другими замечательными людьми, которые помогли мне в создании Амори. Для Moket очень важно, что Амори сделана в RPG Maker. Она не просто фанат игр на этой платформе. Одна из ее главных целей является продвигать RPG Maker, ведь он поддерживает и предоставляет инструменты для самостоятельного повествования и создания игр. По этой причине, заявляет сама Moket, она хотела, чтобы команда разработчиков Амори была как можно меньше. Окончив художественную школу, я всегда чувствовала, что игры рассматривались как продукт для зарабатывания денег, а не как искусство. Но только потому, что это коммерческий продукт, не означает, что это плохо. На самом деле, я бы сказала прямо противоположное. Игры делают все, что должно делать искусство, и даже больше. Они сочетают в себе визуальные эффекты, текст, музыку и звук, повествование и взаимодействие, объединяя все это в одно целое. Игры настолько успешны в том, что они делают, что на них основана целая культура, а вместе с этим и культуры внутри культур. Поскольку в будущем создавать игры станет проще, я хочу донести идею о том,
что создание игр — это искусство. Я создаю произведение искусства под названием «Амори», и моя среда — видеоигра. Эта игра будет посвящена моему самовыражению, и с помощью команды Амори оно будет реализовано. В процессе создания Амори Омокэт переживала достаточно тяжелый период в жизни, но именно этот период помог ей так ярко передать игроку психологию главного героя. Можно ли считать, что Омокэт ассоциирует себя с Санни? Возможно, так как она писала, что внутри меня всегда есть две конфликтующие стороны. Одна постоянно подталкивает себя к совершенствованию, а другая пытается сказать, что с меня уже достаточно. Как говорил Сэмюэль Батлер, любое человеческое творение, будь то литература, музыка или живопись, это всегда автопортрет. Омокэт направила свою боль, печаль и гнев в искусство, как делало большинство писателей и художников для создания своих шедевров. И Амори получился шедевром, благодаря всем этим эмоциям. Ей приходилось принимать трудные решения, и много раз ее вера в человечество была поколеблена. Уверование вновь потребовало жертв, но Омокэт не поддалась своей боли и не отказалась от доверия другим. Бэзил, безусловно, самый неуверенный в себе персонаж во всей истории Амори, а также самый манипулятивный. Он создает образ всех своих друзей с очень индивидуальной точки зрения. Он может быть таким из-за отсутствия поддержки. Уязвимая личность может легко попасть в ловушку человека с манипулятивными наклонностями, и это связано с тем, как Бэзил говорит Санни на протяжении всей игры о доверии и образах комфорта. Действительно ли он делает все это ради Санни или все-таки только для самого себя? Образ Бэзила в мире снов показывает, как он представляет цветы своих друзей, не зная их на самом деле, просто предполагая, кто они есть. Также стоит сказать о его эгоистичном неверии в то, что Санни столкнул Мэри с лестницы. Это также доказывает, что у Бэзила тоже был образ Санни. На самом деле он не понимал всю сложность действий Санни в тот момент. Представление Бэзила о мире могло быть довольно бредовым, поскольку он, возможно, боролся с определенной собственной травмой, и было бы интересно увидеть эту историю его глазами, которая, как мне кажется, может быть больше похожа на фэнтези, поскольку во многих взаимоотношениях он ведет себя довольно незрело, или, по крайней мере, он так ведет себя лишь на показ. О конце игры и о том, как правда раскрывается. Как дети должны действовать в ситуации, с которой столкнулся Санни? Судя по фотографиям и их общему описанию, после всей ситуации с Мари кажется, что Санни реагировал очень реалистично, как ребенок с определенной склонностью к разочарованию, что делает персонажа правдоподобным и по-настоящему трогательным. С другой стороны, способ Бэзила справиться с ситуацией казался довольно странным и нереалистичным, как будто он был убежден в том, что он делает, в полной противоположности тому, насколько отчаянным был Санни. Это заставляет меня думать, что уязвимый и напуганный Санни просто последовал примеру Бэзила, потому что он якобы знал, как поступить. Подумать только, как сознание двух 12-летних детей могло дойти до того, чтобы представить чью-то смерть в результате несчастного случая как самоубийство. Суицидальные мысли появляются рано или поздно в жизни, когда что-то уже произошло. Кроме того, люди, которые пытались совершить самоубийство через повешение, знают, как трудно на самом деле уладить всю обстановку, прийти к идее так же быстро, как мог Бэзил. Было показано, что мальчики сделали все это в полдень или закат. Потому что он, возможно, уже собрал достаточно информации об этой ситуации. Или он испытал это в прошлом с кем-то из близких. В этом смысле Бэзил, возможно, уже планировал что-то сделать похожее, может быть, по отношению к самому себе, и имел точное представление того, как нужно это делать. Кроме того, неизвестно, сделал ли Бэзил все это для того, чтобы защитить Санни, или удержать его ближе к себе, зная, как неизбежно и плохо это кончится для самого Санни. Возможно, все бы его простили изначально, если бы он по-другому отреагировал на случайную смерть Мари. Было множество способов справиться с этим, но способ, который выбрал Бэзил, больше походил на способ заставить Санни быть прикованным и зависимым от него. Что, конечно, не сработало, потому что Санни просто исчез из его жизни, ну и всех остальных, собственно, после этого события. И разочарование Бэзила из-за того, что Санни так отдалился от него, привело к его очень жестокому поведению по отношению к Санни к концу обычного пути прохождения игры. Неудивительно, что, несмотря на то, что Санни действительно заботился о Бэзиле, у него была возможность пойти и спасти его от утопления, защитить от хулиганов, противостоять ему ближе к концу. Он также очень боится его. Когда, к примеру, Санни оказывается в направлении двери в какой-то момент драки с Бэзилом, и также его готовность бежать во время нее.
Я чувствую, что большая часть вины Сани исходит из всего этого ужаса, которым руководил Бейзил. Конечно, он чувствовал себя виноватым за всю ситуацию, но Something, или же призрак Мари, родилось и начало преследовать Сани только когда труп наконец-то повесили, а не со смертью Мари. И все это произошло от идеи Бейзила. Может быть, если Бейзил бы действительно заботился о Сани, он бы справился с этим, может быть, по-другому, скажем, был бы с ним, когда он раскрывает всем правду в конце игры. Хотя, конечно, нас бы тогда не было сюжета игры. Скорее всего, после завершения хорошей концовки, Хиро был бы в ярости на Сани, и ему понадобится время, чтобы простить его, если ему это вообще когда-нибудь удастся. Мы знаем, как тяжело он перенес смерть Мари в диалоге с Келом на кладбище, и я думаю, что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе мы увидим повторение этого диалога. Кел, возможно, простит быстрее остальных. Он нехорошо отнесся к тому, что Обри столкнула Бейзила в озеро. Конечно, отчасти это было связано с ее длительными издевательствами над ним, но факт остается фактом. В конечном счете, именно Хиро убедил Кела дать ей шанс. И что ж, Хиро вряд ли сделает это в этой ситуации. Также именно Кел заставил Сани выйти из дома спустя 4 года, и если он благодаря Хиро смог простить Обри за то, что он чуть не убил Бейзила, он, вероятно, понял бы, как больно должно быть Сани жить с чувством вины за то, что он убил собственную сестру. Обри понадобится время, чтобы простить Сани, но намного меньше, чем Хиро. На мой взгляд, она совершила ту же ошибку, что и Сани, когда столкнула Бейзила в озеро. Единственная реальная разница в том, что ей поразительно повезло, что никто не погиб, а Сани поразительно не повезло. Не знаю, как вы, но лично я очень неуклюжая, я раз или два падала вниз по лестнице и ни разу не сломала себе шею. Но я бы на 100% сдохла, если бы кто-нибудь меня столкнул в воду. Скорее всего, от испуга и бытофобии. Сани же спас Бейзила в озере, победив свою бытофобию. Я думаю, что хороший конец самый каноничный, потому что Сани наконец признается кому-то в огромном горе и вине, от которых он страдает. Людям, с которыми он был самым близким. Несчастные случаи случаются постоянно, и мы обычно считаем правильным прощать людей за несчастные случаи, даже если они наносят нам ущерб. То, как разворачивается история, показывает нам, что прощение кажется таким недосягаемым, что даже к хорошему концу мы думаем, что его самые глубокие страхи, возможно, были правдой. Он действительно мог бы быть не прощен, хотя его правда была реальностью, тогда как гораздо легче надеяться, что это была просто случайность, о которой он умолчал. Если бы я поставила себя на место друзей Сани и услышала бы правду, поначалу я, конечно, не была бы столь благоразумна, и это как раз-таки то чувство, которое игра пытается навязать игроку. Отношения Мари и Сани настолько идилличны, что сцена ссоры между ними становится шокирующей. И именно этот первоначальный шок заставил меня задаться вопросом, с какими еще проблемами столкнулись эти персонажи, о которых мы никогда не знали. Вот почему я считаю, что Мари никогда не показывала никаких признаков того, что у нее была причина покончить с собой. Сани же определенно не собирался ее убивать. Он разозлился из-за концерта и бросил свою скрипку с лестницы, прежде чем попытался сбежать по лестнице. Мари стала у него на пути, чтобы остановить его, и он толкнул ее, не задумываясь о том, где она стоит. Он определенно убивает ее, но злого умысла здесь нет. Как бы то ни было, теория намеренного убийства была для меня интересным способом попытаться переосмыслить игру. Во всех концовках, кроме лучшей, Бейзил умирает. Возможно, за исключением концовки не продолжать, но я к этому еще вернусь. Даже когда в реальной жизни Бейзил вообще не появляется, мы можем слышать сирены на заднем плане в последний день, что он наверняка подразумевает, что он все равно убил себя. Хиро уже чувствует себя виноватым в смерти Мари. Разговаривая с Келом о смерти Бейзила, он говорит, почему это продолжает происходить с нами. Мы знаем, что переезд в последний день может быть отложен, как видно из хорошей и плохой концовки. Это означает, что если Сани убьет себя, узнав, что Бейзил покончил с собой, тогда об этом узнают и остальные. То, что трое из их лучших друзей покончили с собой, я не думаю, что это устроит Хиро, человека, которого все это затронуло больше, чем остальных. Поэтому сразу же после событий большинства плохих концовок Хиро, скорее всего, тоже совершает самоубийство. Я не думаю, что Обри и Кел сделают так же. Во-первых, потому что у Обри уже есть группа друзей. Тем не менее, Обри также проявляет признаки беспокойства, что видно по ее семье и дому, а также по действиям, которые она предпринимала в реальной жизни. Очевидно, она будет чувствовать себя чрезвычайно виноватой и в самоубийстве Сани, особенно если она на самом деле была влюблена в него. Так что вполне возможно, что она также покончит с собой, хотя я не думаю, что это так же вероятно, как в варианте с Хиро. Что касается Кела,
Ну, он кажется самым сильным в группе. Но эта цепочка событий наверняка повлияет на него. Я считаю, что его судьба зависит исключительно от того, будет ли он принят в группу друзей Абри. И, учитывая их недавнюю совместную историю, в том, что он избил всех в этой группе, этот вариант выглядит немного мрачным. Конечно, ему было бы тяжело, хотя мы знаем, что у него есть другие друзья из разных групп и хорошие отношения с его родителями, что является очень даже положительным моментом. Концовка не продолжать. Что ж, я думаю, если Санни решил не продолжать бороться, Бейзил тоже не стал бы. Вы можете видеть, как нечто за спиной Бейзила исчезает, когда он видит улыбку Санни, будто его жизнь зависит от того, будет ли с ним главный герой. Вот почему он решает покончить жизнь самоубийством как раз тогда, когда Санни уходит. Это не совпадение. Это также приведет к цепочке тех же событий, которые я описала ранее. Хорошо, что история закончилась именно там, где она закончилась по канону. Это позволяет нам, как игрокам, делать собственные выводы, основанные частично на том, что мы прочитали в игре, и частично на том, что мы на самом деле хотели бы видеть в конечном итоге с персонажами. Некоторым нужен чистый, счастливый конец. Может быть, у них тяжелые времена в жизни, им нужна надежда. Секретная сцена с Бейзилом и оптимистичная концовка намекают на то, что в конце концов все будет хорошо. Некоторым же действительно трудно простить Санни. Они думают, что Мари на самом деле не добилась справедливости, и что Санни в целом слишком поглощен собой, чтобы принять то, как он и Бейзил причинили боль не только ей, но и всем остальным вокруг него. Такие игроки думают, что счастливый конец — это слишком просто. Для них это имело бы смысл только в том случае, если бы Санни был наказан, посажен в тюрьму за убийство или, по крайней мере, отрезан от своих старых друзей. Концовка оставляет такую возможность. Я считаю, что большинство игроков хотят, чтобы концовка была позитивной, но с нюансами. Они видят, что Санни совершил ужасные ошибки, но он также пострадал за них, и он заслуживает прощения. Они понимают, что друзьям Санни будет трудно принять его, но также и то, что вся сюжетная линия в реальном мире — это преодоление друзьями своих травм, чтобы воссоединиться, поэтому они должны быть в состоянии сделать это снова. Таким образом, концовка обрывается прямо перед хаосом, связанным с фактической борьбой с правдой.